Довольно часто мы слышим удивительные истории, в которых поверить бывает невероятно сложно. Некоторые из них настолько невероятны, что остается лишь удивляться. Однако, несмотря на то, верит в них кто-то или нет, они остаются правдивыми. Наша сегодняшняя история представляет собой именно такую историю. 60-летний мужчина, как обычно, решил отправиться на охоту. Эти выезды были регулярными для него. Он был опытным охотником, который прекрасно знал все тонкости и нюансы лесной жизни. Тем не менее, он даже не мог представить себе, что его планируемая ночевка в охотничьем домике на этот раз обернется настоящим кошмаром продолжительностью целую неделю, в течение которой он будет вынужден в одиночестве противостоять опаснейшему хищнику. К слову, о событиях этой истории даже печатали заметку в знаменитой газете «Нью-Йорк Таймс». Однако сам главный ее участник предпочел остаться неизвестным, не озвучив свое имя журналистам. Известно лишь его возраст, примерно 60 лет, и место жительства – небольшой городок Ном, расположенный на южном побережье живописного полуострова Сюарт в штате Аляска. Каждый раз, когда пенсионер отправлялся на охоту, он выбирал для себя маленькую хижину, которая находилась в 40 километрах от города Ном. В этот раз он запланировал именно такой же выезд. Однако даже в самые смелые свои мечты не мог предположить, что вместо одной ночи его ждет целая неделя заточения в дикой и безлюдной пустынной местности, которая станет для него настоящим адом. Эти 7 дней будут наполнены страхом, напряжением и ужасом. По словам пенсионера, он серьезно пострадал от нападавшего медведя-гризли, хотя это еще не самое ужасное в его истории. Этот свирепый хищник возвращался к охотничьему домику каждую ночь, стремясь завершить свою работу и убить свою жертву. Неизвестно, как такое могло произойти, но медведь даже выбил дверь в домике, и пенсионеру пришлось забираться прямо на крышу, чтобы спастись от безжалостного врага. Из-за постоянных атак хищника его душевное состояние находилось на пределе. Он испытал дикое чувство страха и тяжелое ожидание, и в итоге ему так и не удалось уснуть даже на пару минут. В результате он оказался совершенно истощенным и напуганным. Мужчина пытался защищаться от животного стрельбой из своего пистолета, однако он понимал, что в скором времени лишится и этой возможности. У него оставалось всего 2 патрона, и это создавало еще большую тревогу. Пенсионер также рассказывает о происшествии, когда медведь сумел схватить его и потащил к реке. Именно в этот момент он и получил свое серьезное ранение. Тем не менее, с помощью своего пистолета ему удалось в конечном итоге отбиться от крупного хищника. Службы безопасности береговой охраны нашли охотника. И тут стоит отметить, что это было для него просто невероятное везение. Их внимание привлекло его присутствие, и они заметили мужчину совершенно случайно. Вертолет, который там летел, вообще не должен был проходить по этому маршруту. Но возникшие над горизонтом грозовые тучи вынудили пилотов немного изменить свою траекторию. И только благодаря этой случайности пенсионер остался жив, когда люди обратили внимание на него прямо в тот момент, когда он сидел на крыше своего охотничьего домика. И из последних сил, но все же отчаянно махал руками, стараясь привлечь внимание спасателей. На крыше он успел сложить из подручных предметов надписи «СОС» и «Помогите». Невозможно было не догадаться, что с человеком случилась какая-то беда, и он нуждается в очень срочной помощи. Когда спасатели наконец приблизились к месту, они заметили, что мужчина из последних сил попытался подняться на ноги, но сразу же поняли, что этих сил у него уже давно не осталось. Пострадавшего доставили домой на спасательном вертолете. Когда его обследовали, мужчина выглядел крайне истощенным. Практически каждый участок его тела был покрыт синяками, царапинами и ссадинами. Одна нога была особенно сильно повреждена,
и врачам потребовалось много времени, чтобы устранить последствия его длительного одиночества и боя с хищником. В настоящее время охотник проходит курс реабилитации, и медицинские специалисты дают ему благоприятный прогноз на восстановление. Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что этот выезд на охоту превратился в действительно жуткое приключение. Однако для кого-то, возможно, все это может показаться еще и достаточно комичным. Только вот сам охотник вряд ли когда-либо посмеется над своей историей, и вряд ли он захочет снова отправиться в это место, хотя бы даже и единожды. Это настоящее счастье, что все закончилось именно так хорошо. Независимо от того, как вы отнесетесь к этой истории, помните, что от подобных происшествий не застрахован ни один человек в мире, и потому перед выездом в лес было бы полезно почитать информацию о том, как правильно вести себя при встрече с дикими животными и как избежать опасных ситуаций. Поэтому не стоит отправляться в лес в полном одиночестве. Вдвоем это не только более весело собирать грибы или хворост для костра, но и гораздо менее пугающе прятаться от потенциального хищника, которому могут встретиться на пути. Если вам понравилась эта жутковатая и поучительная история, не забудьте поставить лайк, оставить свои комментарии и поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Всем пока и берегите себя!